Привет, друзья! Сегодня я покажу, как я готовлю курники. Курники будут у нас порционные, маленькие. Еще мне подписчица написала, что вовнутрь она наливает не бульон и не воду, а молоко. Я покажу очень интересный рецепт теста. Совершенно очень мало ингредиентов и очень быстро готовится, просто на скорую руку. У нас даже уже по этому рецепту мужчина готовит. Начнем. Для теста нам понадобится полстакана, это 100 грамм воды, 100 грамм подсолнечного масла и 100 грамм маргарина. Далее 1 яйцо, 1 чайная ложка соли и 400-450 грамм муки. Ни соду, ни дрожжи сюда добавлять не нужно. Вот это вот все, что нужно из ингредиентов. Так, вливаем в емкость воду, подсолнечное масло. Тесто, не бойтесь, не будет жирным, потому что мука, она все это возьмет. То есть уже пирог смазывать сверху не нужно будет, на листик не нужно масло наливать. Чайная ложка соли, 1 чайная ложка, она без горки. И яйцо. Все это смешиваем. Тесто просто готовится вообще быстро. И самое главное, все продукты всегда есть под рукой. Можно приготовить даже когда очень-очень торопитесь. Я уже еще раз повторюсь, что мужчина даже готовит по этому рецепту. Так, и постепенно всыпаем муку, прямо вот по чуть-чуть. И смешиваем. Вот тесто. Готовим тесто бездрожжевое. Никакой соды, разрыхлителя здесь нету. Оно здесь не нужно. Все, теперь уже можно будет смешивать рукой. Все, вот так хорошо собираем. И тесто у нас уже почти что готово. Очень быстро, буквально это вот 2 минуты. Вот такое, но видите, оно не жирное. Вот видите, оно абсолютно не жирное, потому что мука взяла все это лишнее в себя. То есть нам потом пирог смазывать не нужно будет, уже все здесь готово. Все, теперь можно это все на столе вымешивать. Все, переходим на стол. Все, начинаем здесь смешивать. Вот видите, как это очень все быстро. У меня даже уже дети соседские готовят по этому рецепту. Вот, посмотрите, как она красивая, мягкая, эластичная, не липнет к рукам получилось. Все, теперь его нужно накрыть, можно мешочком, и оставить минут на 15-20, пока займемся начинкой. Берем куриное мясо, филе. Здесь грудка у меня и бедра. Все это мелко нарезаю. Сначала на полоски, потом на кубики. Вот такие кубики. Нарезали мясо, сразу посолили по вкусу. Куриной грудки у меня полкило. Так, и поперчили. Так, хорошо. Все это отставляем в сторону. Далее я беру луковицу вот такую вот среднюю и мелко кубиком нарезаю.
Так, теперь нужно лук посолить. Немножечко присаливаем, прям буквально чуть-чуть, щепоточку. И вот так вот его хорошенечко нужно промять. Тогда в пироге он даст сок, и он не будет жесткий. Вот прям видите, он уже дает сок. В любой пирог вот это вот лук надо всегда так делать. Тогда будет сочный пирог, и лук хрустеть не будет. Вот таким образом все его промяли. Далее берем картофель и нарезаем небольшим кубиком. Картофель у меня тоже полкило. Один к одному получается. И вот такими маленькими кубиками все это нарезаем. Все, картошка готова. Ее нужно тоже присолить. Все перемешать. И теперь все ингредиенты соединяем. Все нужно хорошенечко перемешивать. Тесто готово. Полежало, смотрите, оно какое. Мягкое, эластичное. Абсолютно не жирное. Вот такое хорошее тесто. Так, теперь будем лепить наши корники. Так, чуть-чуть присыпаем муки. Это отставляем в сторону. Делим на порционные кусочки. Вот такие небольшие. Формируем из них шарик. Так, это убираем. Вот такой вот шарик делаем. И его раскатываем. Вот так вот тоненько раскатываем. Почти прозрачно. Нашу лепешечку. То есть я вот буду делать вот в эту форму. Таким образом буду делать. Вот. То есть мне нужно будет по форме раскатать. Очень тонко раскатываем, очень-очень тонко. Тесто не рвется, оно эластичное. Чуть-чуть подсыпаем муки. Оно не забьется. Вот таким образом. Хорошенечко все. Так. Все, берем начинку и складываем в наш корничек. Так, распределяем. Вот примерно вот таким образом. Далее сюда кладу кусочек сливочного масла и все это защипываю. По кругу вот так защипывается. Вот такой корник у нас получился. Такой вот он маленький, хорошенький. Кусочек масла я положила. Так, теперь кладем его на противень. И сюда нужно будет влить чайную ложку молока. Вот буквально чайную ложечку сюда вливаю. Так, и дальше все готовим.
Вот такие у нас они получились. Наши красивые курнички. Кто-то их называет зурбилеш. Я не знаю, там может быть еще какое-то название есть. Мы называем курник, потому что с курицей. Все очень просто. Так, сейчас еще один сюда поставлю. Так, у меня их получилось 9, 10, 13 штучек. Сейчас еще один и 3 будем отдельно выпекать в другом месте. Так. Его очень удобно вот так вот делать в тарелочке или в блюдечке. Прокручиваешь его. Все, и защипываешь. Все, и достаешь отсюда. Все готово. Так, все, они готовы у нас. Теперь по чайной ложечке молока вливаем. Листики смазывать не нужно, как я уже говорила. И их смазывать сверху тоже не нужно. Все, у нас тесто готово, самодостаточное. Все, идем теперь выпекать. Выпекать я буду в духовке разогретой уже при 200 градусов 40-45 минут. Наши курнички готовы. Посмотрите, вот такие вот они румяные получились и красивенькие. Вот все везде прожарилось. 45 минут. 200 градусов. Все готово абсолютно. Очень такие они. Какие красивенькие, зажаристые. Я их только еще достала из духовки. Они чуть-чуть постоят и прям будет самое то. Наши курнички, угощайтесь. Готовьте с удовольствием. Пишите отзывы, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Можно даже смайлик. Всем спасибо, всем пока.